Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я хочу показать вам, как связать вот такую простую и базовую сумку из шнура Карамель Дольче от сайта Пряжа Центр. Толщина нити 4 мм, длина мотка 100 метров, вес 200 грамм. Для вязания нам понадобится 3 мотка шнура и крючок номер 4. Также нам понадобятся вот такие вот ручки и игла для трикотажной пряжи или шнура, чтобы пришить наши ручки. Также можно использовать любые другие ручки, то есть здесь все зависит от вашей фантазии. Сумка получается достаточно вместительная, узор очень плотный, хорошо держит форму, но и в свою очередь за счет этого он достаточно расходный. Не буду отнимать слишком много вашего времени, сразу давайте перейдем к вязанию. Если у вас появятся какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Можно поставить лайк, если вам понравится, ну и подписывайтесь на канал, у меня еще много интересных видео. Хвостик оставляем небольшой, потому что он нам нужен будет только для закрытия рядов на донышке. Формируем петлю, хвостик подкладываем под рабочую нить, вот таким вот образом. Вставляем крючок в образовавшуюся петлю, захватываем рабочую нить и подтягиваем, но не сильно, потому что это первая петля, она тоже будет считаться. Подтянем. И теперь нам нужно набрать с вами 21 воздушную петлю. Первая у нас уже есть, далее вторая, третья, 20 и 21. Вот такая вот цепочка из воздушных петель у вас должна будет получиться. Далее, с обратной стороны, если мы развернем цепочку изнаночной стороной, у нас сзади есть вот такие вот перемычки. Вязать мы будем за эти перемычки. Смотрите, первую перемычку мы пропускаем, и во вторую мы вставляем крючок. Вот таким вот образом. Обратите внимание, с обратной стороны нашей воздушной петли. Вот так. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем первый столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Далее у нас идет следующая перемычка. Мы заводим крючок под нее, захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем следующий столбик. Следующая перемычка. Вставили крючок, захватили нить, вытянули петлю на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем третий столбик. Таким образом вяжем до конца ряда. У вас должно получиться к концу ряда 20 столбиков. 19. И последний 20 столбик мы провязываем вот в эту петельку. Заводим крючок, осторожно все это дело придерживаем. И 20. Вот такая вот цепочка у вас должна будет получиться. 20 столбиков. Теперь нам нужно обвязать эту цепочку по кругу и перейти на вязание донышка. Смотрите, что мы делаем. Делаем воздушную петлю подъема и вставляем крючок вот сюда, в середину вот этого последнего 20 столбика. Вот таким вот образом. С обратной стороны мы захватываем вот эту вот петельку. Обратите внимание, как это должно у вас выглядеть. Далее захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем первый столбик. Дальше сюда же нам нужно вставить крючок и провязать еще 2 столбика. То есть в это отверстие мы с вами провяжем 3 столбика. Это будет наш поворот. 2. И сюда же осторожно 3. Смотрите, вот с этой стороны у нас видно вот эти вот косички от цепочки из воздушных петель. И с этой стороны у нас есть такая же косичка из вершин. Вязать мы будем за эти косички. Смотрите, вот она идет, первая косичка. Мы заводим крючок вот таким вот образом. Петельку подтянем и обратите внимание, как вошел наш крючок. Захватываем нить, вытягиваем петельку и провязываем 1 столбик. Далее у нас идет следующая косичка. Мы заводим крючок под нее. Под нижние косички будет заводить крючок немножко сложнее, потому что они затянуты туже. Обратите внимание, как это выглядит. Захватываем нить, осторожно вытягиваем петлю на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем следующий столбик. Далее у нас идет следующая косичка. Заводим крючок под нее. Обратите внимание. Захватываем нить и вытягиваем третий столбик. Таким образом вяжем до конца, то есть до поворота. У вас должно получиться ровно 20 столбиков.
19 и последний 20. Вот она, видите, перед поворотом петелька. Осторожно в нее вставляем крючок и вытягиваем 20 столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Теперь также в середину самого первого нашего столбика мы вставляем крючок. Осторожно. Обратите внимание, как это выглядит с изнаночной стороны. Захватываем нить и провязываем 3 поворотных столбика. То есть сюда же мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. Сюда же. Осторожно, будет очень туго. Зато никаких отверстий и дырочек не получится. И третий столбик. Теперь у нас пойдут вершины столбиков нашего ряда. И вот здесь, смотрите, мы делали поворот, и наш первый самый столбик спрятался под поворотом. Мы осторожно отодвигаем наши столбики, вставляем крючок под вершину и провязываем первый столбик. Далее следующая вершина. Обратите внимание, как это выглядит. То есть между столбиками мы заводим крючок вот таким вот образом. Под вершину, то есть под вот эту верхнюю косичку. Захватываем нить и провязываем второй столбик. Следующая вершина, третий столбик. И таким образом вяжем до конца ряда. У вас должно получиться ровно 20 столбиков, то есть столько же, сколько и с противоположной стороны. Итак, я довязала до конца ряда. У меня здесь получилось 18 столбиков. Вот она идет, последняя петля, последняя вершина. Я завожу крючок. У меня получается 19. И последнюю вершину мы с вами сформируем из нашего хвостика. То есть получится 20 столбиков, потому что первая вот здесь это воздушная петля подъема. Из нее мы сделаем последний 20 столбик. Смотрите, как мы закрываем ряд. То есть мы вытянули последний столбик ряда, да, это у нас 19 идет. Рабочую нить убираем, берем наш хвостик, который мы оставили с вами в самом начале, и провязываем столбик нашим хвостиком. Обратите внимание, вытягиваем наш хвостик полностью. Вот так. Теперь смотрите, вот идет наша петля подъема, и вот первая вершина. Заводим крючок с обратной, с изнаночной стороны. То есть вот изнаночная сторона. Мы заводим крючок с изнаночной стороны под первую вершину ряда. Дальше берем хвостик и захватываем его, вытягивая на изнанку. Вот так. Вот что у вас получается, такая незаконченная полупетелька. Теперь, смотрите, с обратной стороны у каждого столбика есть вот такие вот перемычки. У последнего столбика мы заводим крючок под эту перемычку. И в середину вершины. Вот так. Туда, откуда у нас вышел наш хвостик в первый раз. Теперь захватываем хвостик и утягиваем его снова наизнанку. Смотрите, как это получится сзади, сверху и спереди. Смотрите, если ваш хвостик вышел на лицевой стороне, значит, вы что-то делаете неправильно. Итак, вот так выглядит начало нашего дна. Обратите внимание, у нас вот здесь нет никаких дырочек. Теперь переходим к вязанию следующего ряда. Находим последний наш столбик, это тот, откуда выходит наш хвостик, и вставляем крючок под его вершину, захватываем нить, вытягиваем, провязываем первый столбик. И теперь смотрите, в поворотах у нас будут идти прибавки, а здесь по прямой количество столбиков не меняется. То есть идем, смотрите, вот идут наши 3 столбика. Заводим крючок в следующую вершину, вяжем только за вершины, провязываем столбик. То есть мы сейчас идем по прямой, дошли 1, 2, 3 столбика поворота и начинаем в эти 3 столбика вывязывать прибавки. Заводим крючок также под вершину, вытянули первый столбик, далее сюда же под эту же вершину вытянули второй столбик. Получилась прибавка первая. Дальше следующая вершина, заводим крючок, вытянули первый столбик. Заводим крючок, вытянули второй столбик. Дальше идет следующая вершина. 1. Сюда же заводим крючок, вытягиваем второй столбик. 2. Вот у нас получилось 3 прибавки поворота. Ничего страшного, если они у вас съехали, мы это потом можем поправить в следующем ряду.
Теперь по прямой до следующего поворота у вас должно быть 20 столбиков. Обязательно проверьте себя. Раз. И последний, 20 столбик. И обратите внимание, вот он наш поворот, 3 поворотных столбика. Теперь в эти поворотные 3 столбика мы вяжем 3 прибавки. Первый столбик прибавки и сюда же в эту же вершину провязываю второй столбик. Дальше следующая вершина, первый столбик и сюда же второй столбик. Следующая вершина, первый и сюда же второй столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Дальше, смотрите, у вас должно остаться 18 столбиков, потому что первые 2 из 20 мы провязали с вами в самом начале. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18 столбик. Вытянули петлю, рабочую нить убираем, берем хвостик и закрываем ряд. Провязываем столбик хвостиком, вытягиваем нить полностью. Дальше смотрите, первый столбик ряда, и вот она первая вершина. Заводим крючок под эту вершину с изнаночной стороны. Захватываем наш хвостик и тянем его на изнанку. Вот как это будет выглядеть. Подтягиваем, наши столбики сошлись вместе, появилась полупетелька. С изнаночной стороны вот они идут наши перемычки. Заводим крючок под перемычку и в середину вершины, туда, откуда мы изначально вытянули с вами наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем. Вот что у вас должно будет получиться. И вот так уже начинает выглядеть наше донышко. Дальше идет следующий ряд нашего донышка. Теперь мы с вами сместим наши прибавки в эту сторону, чтобы они у нас не уходили все на бок. Находим последний столбик, это тот, откуда выходит наш хвостик. Заводим крючок под его вершину. Таким образом мы с вами смещаем начало ряда на шаг назад и провязываем первый столбик. Далее следующая вершина, провязываем второй столбик. Следующая вершина, провязываем третий столбик, то есть сейчас мы с вами вяжем столбики по прямой. Дальше мы дошли приблизительно до поворота, то есть у меня вот здесь идет один одинарный столбик, и дальше начинаются прибавки. То есть между прибавкой и одинарным столбиком я вставляю крючок и провязываю прибавку. Раз и два. Дальше в каждом новом ряду в повороте между прибавками у вас добавляется по одному столбику, то есть провязываем один столбик, следующую вершину, а следующая вершина у нас выходит между прибавками предыдущего ряда. Мы провязываем прибавку. Раз, два. Дальше у нас идет снова одинарный столбик. Следующую вершину вяжем один столбик. И следующая вершина, опять она у нас получилась между прибавками предыдущего ряда. Мы вставляем крючок и провязываем третью прибавку поворота. Раз. И сюда же 2. Вот как это у вас будет выглядеть. Дальше 20 столбиков без изменений. То есть по прямой количество столбиков не меняется. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Обратите внимание, мы с вами подошли к повороту. У нас так же, как и с этой стороны, один столбик остался одинарный и начинается прибавка. Мы провязываем один столбик, который у нас идет между прибавками. И в следующий столбик получается вершина, которая у нас идет между одинарным столбиком и прибавка. Провязываем прибавку раз и сюда же 2.
Далее мы вяжем снова 1 столбик. Раз. И в следующую петлю, в следующую вершину мы вяжем прибавку. Раз. И сюда же 2. Далее снова у нас 1 одинарный столбик. Раз. И опять же между прибавками предыдущего ряда прибавка. Раз. И сюда же 2. Раз, два, три прибавки. Дальше смотрите. Раз, два, три одинарных столбика поворота. И теперь у нас идет 20 столбиков по прямой. Здесь 2 в самом начале мы уже провязали. Должно остаться ровно 18. И 1 это тот самый столбик поворота, который добавляется между прибавками. Считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и последний 18 столбик. Рабочую нить убираем, берем хвостик и закрываем ряд. Вытянули здесь, с изнаночной стороны вставили под первую вершину. Дальше у нас идет перемычка последнего столбика и середина вершины. Утащили все это дело назад. Вот такое донышко у нас с вами получается. Далее следующий ряд. Опять же вставляем крючок в последний столбик ряда, провязываем столбики по прямой. В этом ряду у нас добавляется плюс 1 столбик между прибавками. Соответственно, в прошлом ряду, обратите внимание, у нас была прибавка 1 столбик, прибавка. В этом ряду у нас получается прибавка, 2 столбика между этими прибавками и следующая прибавка будет идти. Количество столбиков по прямой не меняется. 20 столбиков с этой стороны и 20 столбиков с этой стороны. 3 прибавки в одном повороте и 3 прибавки в другом повороте. Плюс в каждом новом ряду между прибавками добавляется по 1 столбику. Теперь смотрите, таким образом мы с вами вяжем на нужную нам ширину донышка. Кто-то может связать столько же, сколько и я. Я провяжу лично еще один ряд, и для меня этого будет достаточно. Вы, если хотите, можете провязать больше, но имейте в виду, чтобы в итоге у вас получилось количество столбиков кратное 4 для вязания рисунка стенок. Я точно так же смещу прибавки в этом ряду. То есть вот у меня идет 1 столбик, вот идет прибавка. Между этим одинарным столбиком и прибавкой я начинаю делать прибавку. Раз и 2. Дальше у меня идет 2 одинарных столбика. Следующая вершина первый столбик и следующая вершина второй столбик. Опять же смотрю по рисунку. Одинарный столбик и прибавка. Между ними я провязываю прибавку. Раз и 2. И таким образом вяжем до конца ряда. Ряд у нас закрывается абсолютно одинаково. Первый, последний, неважно. Если вам что-то непонятно, можете перемотать назад. Также у меня есть отдельное видео по вязанию донышек. Обязательно оставлю ссылки в описании, поэтому можете перейти, посмотреть, как вам будет удобно так и связать свое донышко. Самое главное, чтобы количество столбиков в итоговом донышке у вас было кратно 4. Ну что, я довязала свое донышко, закрыла ряд, уже спрятала свой хвостик за задние стеночки. У меня осталась только рабочая нить. И теперь смотрите, давайте по размерам. В ширину у меня донышко получилось 8,5 сантиметров и в длину 22,5. Этого мне в принципе достаточно, вы можете продолжить. Опять же повторюсь, имейте в виду, чтобы количество столбиков в итоговом варианте вашего донышка было кратно 4. Теперь переходим к вязанию стенок сумки и основного рисунка. Находим последний столбик, это тот, откуда у нас выходил наш хвостик. Или вот откуда у нас выходит рабочая нить. В вершину этого столбика вставляем крючок. Точно так же, как мы вязали и до этого. Вытягиваем первый столбик. И теперь смотрите, что мы делаем дальше. Следующую вершину мы пропускаем и вяжем третью вершину. То есть первая вершина у нас идет столбик. Вторую пропускаем и в третью будем вязать. Делаем накид.
Вставляем крючок в третью вершину, захватываем нить. У нас вот такие вот 3 петли на крючке. Сначала мы провязываем первую петлю и накид, вот так. И теперь оставшиеся 2 петли на крючке. У нас получился столбик с одним накидом. Далее снова делаем накид и вставляем крючок туда же, в третью вершину, туда, откуда мы вывязали с вами первый столбик с одним накидом. Вытянули, провязываем сначала накид и оставшиеся 2 столбика. Теперь нам осталось провязать сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Накид, сюда же вставляем крючок, вытягиваем петельку, провязываем накид и оставшиеся 2 столбика. Снова накид, сюда же вставляем крючок, вытянули петлю, провязываем накид и оставшиеся 2 столбика. Вот что у нас с вами должно получиться. Дальше, вот здесь под нашими столбиками может быть не видно. Следующую вершину после нашего веерочка мы пропускаем и вяжем через одну. Вставляем крючок через одну, то есть первую пропустили, во вторую вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Такой же, грубо говоря, как в самом начале. Вот такой вот раппорт рисунка. Дальше один столбик пропускаем и в третий мы провязываем еще один веерочек. Делаем накид. То есть между столбиком и веерочком мы должны с вами всегда пропускать одну вершину. Итак, пропускаем и вяжем в следующую. Накид и оставшиеся 2 петли. Вяжем 4 столбика с одним накидом. 2. Сюда же вставляем крючок, провязываем. 3. Накид и сюда же вставляем крючок и провязываем 4 столбик с одним накидом. Вот у нас появился второй веерочек. Дальше, смотрите, следующую вершину после веерочка пропускаем и вяжем во вторую. Вяжем один столбик без накида. Вот что у вас должно будет получиться. Таким образом мы вяжем полностью по кругу. Ну что, я довязала до конца ряда. У меня остался последний веерочек, 16. Если вы вязали, кстати, такое же количество столбиков, то у вас должно получиться ровно 16 веерочков. То есть, смотрите, в конце у вас осталось 3 последних столбика. Делаем накид и провязываем 16 веерочек через один. 1, 2, 3 и последний, 4. Вот у нас идет одна воздушная петля между столбиком, и вот он идет самый первый столбик ряда. Мы закрываем ряд в него. Смотрите, что мы делаем. Вытягиваем петлю и заводим крючок под вершину нашего первого столбика. Да, получается вот сюда. Обратите внимание, первый столбик, вот вершина, самая первая. Захватываем вот эту петлю, которую мы вытянули, и тянем ее на изнаночную сторону. Вот что у вас должно получиться. Пока она у нас никак не закреплена. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и последний 16 веерочек. Что мы делаем дальше? Мы вставляем крючок в эту незакрепленную петлю, подтягиваем и смотрите, сзади у нас вот они наши перемычки. Заводим крючок под перемычку вот таким вот образом и провязываем соединительный столбик. То есть делаем так, чтобы наши петельки остались сзади, на изнанке. Дальше смотрите, вот у нас идет следующая перемычка. Мы заводим крючок под эту перемычку и провязываем еще один соединительный столбик. То есть мы спрятали их сзади. Теперь делаем петлю подъема. Нам нужно провязать одинарный столбик, который у нас будет между веерочками, вот сюда, в середину нашего веерочка, между вот этими 4 столбиками. То есть мы вяжем не в вершину, а раздвигаем наши столбики и провязываем столбик в это отверстие. Заводим крючок, вытягиваем петлю, меняем положение крючка таким образом и провязываем столбик. Теперь смотрите, вязать мы с вами веерочки будем вот сюда, вот в эти столбики, которые идут между ними. Мы делаем накид и вставляем крючок ровно в середину этого столбика. То есть мы раскалываем его как бы пополам. Вот у нас есть эта стенка и эта стенка. Между ними мы вставляем крючок, захватываем нить и провязываем первый столбик с одним накидом.
Вот так. Далее накид. Заводим крючок снова в середину. Вытянули петлю и провязываем следующий столбик. Таким образом вяжем 4 столбика с одним накидом в эту петлю. Вот так. Вот что у нас получилось. У нас получился веерочек между веерочками. Дальше мы делаем столбик между веерочками. Точно так же вот он идет, веерочек предыдущего ряда. Мы раздвигаем наши столбики и ровно посередине заводим крючок и провязываем один столбик без накида. Вот так. Первый столбик ряда, он всегда будет немножко больше, но это можно дело подтянуть и исправить. Дальше вяжем следующий веерочек. Точно так же делаем накид. Вот он идет, наш столбик без накида. Ровно в середину этого столбика. Вытянули петлю, провязываем первый столбик, накид. Сюда же вяжем второй столбик. Сюда же третий столбик. И сюда же четвертый. Вот что у вас должно будет получиться. Теперь вот сюда, в середину веерочка предыдущего ряда, раздвигаем столбики и провязываем один столбик без накида. Вот так. Таким образом вяжем до конца ряда. Итак, подошла я к концу ряда, провязала последний веерочек, последняя петелька, вытягиваю ее. И смотрите, вот он наш первый столбик. За вершину я с изнаночной стороны вставляю крючок, захватываю вот эту петельку и тяну назад. Ну и вот так приблизительно выглядит наш второй ряд рисунка. Теперь точно так же соединительными столбиками я возвращаюсь в середину нашего веерочка. И смотрите, хочу показать вам еще один способ. Подтянем нить. Как это сделать в обратную сторону. То есть, смотрите, на изнаночной стороне мы вставляем крючок в нашу петлю, которую мы вытянули. И теперь соединительными столбиками мы возвращаемся назад. Также можно за вот эти вот перемычки, а можно сделать это за задние стеночки наших столбиков. То есть здесь в принципе не важно, да, куда зайдет крючок, туда вы и делаете соединительный столбик. Главное, чтобы это все дело осталось на изнаночной стороне. То есть можно сделать соединительный столбик за перемычку, а можно сделать соединительный столбик за заднюю стеночку. Самое главное, чтобы осталось это все сзади на изнаночной стороне. Вот так. Вот мы с вами вернулись назад с соединительными столбиками. Обратите внимание, как это смотрится с обратной стороны. Получается вот такой зигзаг. Можно делать один ряд вперед, один ряд назад. Таким образом, начало ряда у нас будет всегда с одной стороны. И если вам не понравятся вот эти вот бугорочки, да, получается вот в этом месте смещения, то они у вас могут остаться на задней стороне сумки. То есть лицевая сторона у вас будет вот эта. Нам нужно провязать столбик между вот этими 4 столбиками нашего веерочка. Вытянули петлю, достали крючок, поменяли его положение вот таким вот образом и провязали первый столбик ряда. Вот что у нас с вами получилось. Дальше вот сюда, столбик без накида, в его середину мы провязываем веерочек. Но имейте в виду, вот этот столбик – это первый столбик предыдущего ряда. То есть здесь у вас будет уплотнение, которое из соединительных столбиков. Поэтому первый веерочек будет немножко плотнее. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. 3. И сюда же 4. И вот что у вас должно получиться. Дальше мы вяжем одинарный столбик между столбиками веерочка предыдущего ряда.
ровно в середину. И продолжаем вязать веерочки в следующий столбик без накида. То есть, в принципе, рисунок у нас не меняется. Ну что, я довязала нужную мне высоту. У меня получилось 20 рядов рисунка. Получается, смотрите, давайте вместе с вами посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Дальше я уже обрезала нить, дошла до конца ряда. Теперь давайте покажу, как закрыть его. Вытягиваем нашу нить полностью. Смотрите, точно так же, как и в самом начале, когда мы закрывали с вами донышко, находим самую первую вершину ряда. Вот таким вот образом. С изнаночной стороны мы вставляем крючок и вытягиваем нашу петельку, наш хвостик на изнанку. Вот так. Вот что у вас должно будет получиться. Дальше. Также с изнаночной стороны, вот у нас идут эти перемычки. Мы вставляем крючок под перемычку и в середину вершины нашего столбика, туда, откуда выходит наш хвостик. И захватываем, вытягиваем на изнаночную сторону. Дальше хвостик прячем в вязание, и у нас получилось вот такое вот красивое закрытие ряда. Теперь нам осталось пришить ручки. Как мы это будем делать? Для начала делим нашу сумку ровно пополам. Вот так. Я буду использовать вот такие ручки, и нам нужно выбрать место, куда мы их будем пришивать. То есть нужно сделать это ровно посередине. Приблизительно выставляем. У меня получается 4 веерочка посередине между ручками и по 2 веерочка по краям. Вот в эти места я буду пришивать свои ручки. То есть можно пришить их вот сюда сверху, можно пришить их немного ниже. Я хочу сделать приблизительно вот в этом месте. И для этого мне нужны маркеры, чтобы заранее отметить места и не потерять их потом. Нахожу, пришивать буду за вот эти вот мои столбики. Вот так. Выставляем. Находим такой же столбик с этой стороны. То есть это столбик между веерочком, в который я вывязывала веерочек следующего ряда. Вот так. Теперь те же самые столбики мы отмечаем с обратной стороны. Опять же, выставляем нашу ручку. И находим такие же столбики с противоположной стороны. Мы уже не боимся, что мы где-то промахнемся. Берем, я уже надела на иглу немного шнура. С изнаночной стороны я вставляю иглу, внутри оставляя небольшой хвостик, чтобы потом можно было соединить свои концы. Прикладываю ручку и простыми движениями, самыми обычными стежками я начинаю пришивать свою ручку. Вот так. И обязательно придерживаем хвостик нашей нити, который мы оставили, чтобы он у нас не стал короче или длиннее. Вот так. Подтягиваю. И теперь увожу вовнутрь. Вот так. Можно пришить полностью по периметру нашего колечка, можно только вот здесь вот с краюшки внизу. Ну что, моя сумка готова. Я пришила свои ручки. Вот таким вот образом они выглядят. Вот так она выглядит с другой стороны. Вот так выглядит внутри. Осталось ее только отпарить, придать ей форму и выгулить. На этом все. Спасибо всем, что досмотрели до конца. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем помогу, подскажу и до новых встреч. Пока-пока.